Всем привет! Сегодня видеообзор посвящен двум флагманским компонентам компании Magnat. Это интегральный усилитель мощности MA1000 и CD-проигрыватель MCD750. Отличительная особенность усилителя MA1000 – это использование в входном каскаде ламп российского производства ECC82. Для массового сегмента это исключительная редкость. На стене толстой 8-мм фронтальной алюминиевой панели слева расположена кнопка включения усилителя. Чуть правее, за круглыми окошками, видны триоды ECC82. Их не стали прятать в корпусе, а установили за красивыми круглыми окошками, так чтобы потенциальный покупатель сразу понимал, что перед ним усилитель аудиофильского класса. Чуть правее расположен индикатор выбора источника сигнала. Как и положено с точки зрения дизайна, индикатор расположен за большим круглым окошком в алюминиевом обрамлении. Далее на фронтальной панели кнопка выбора источника сигнала, ручка регулятора баланса. Справа расположен регулятор громкости, а под ним два гнезда – линейный вход и подключение наушников. Линейный вход на фронтальной панели позволяет при необходимости быстро подключить источник сигнала, например, смартфон. CD-проигрыватель MCD750 очень схож по дизайну с усилителем MA1000. Слева расположена кнопка включения проигрывателя. В центральной части фронтальной панели красивый логотип компании Magnat. Справа расположены 4 кнопки для управления основными функциями. Конечно, гораздо удобнее управлять CD-проигрывателем при помощи пульта управления, который входит в комплект CD-проигрывателя. В верхней части видим все аскетично. С левой стороны есть разъем для подключения USB флешки для того, чтобы можно было обновить программное обеспечение. Есть два цифровых выхода, соответственно, оптический и коаксиальный. И одна пара – это линейный выход для подключения CD-проигрывателя к усилителю. Справа есть наверху клавиша включения питания и разъем внизу для подключения кабеля питания. MA1000. С левой стороны, соответственно, есть две пары входных разъемов для подключения винилового проигрывателя. Можно подключить картридж, соответственно, MM и MC на выбор-головку, заземляющий винтик есть также. Далее есть CD-проигрыватель, это тюнер, AUX. Можно подключить магнитофон и имеется в наличии привод. Как мы видим по разъемам, можно подключить усилитель к колонкам по схеме Bewaring или простое проводное подключение. С правой стороны наверху красивая, стильная есть такая вот голубая кнопочка. И внизу разъем для подключения кабеля питания. На чем бы я сейчас хотел остановиться, до этого как-то ни разу мы не останавливались, это на межблочных кабелях. На многих кабелях можно обнаружить такие вот стрелочки. Собственно говоря, не все знают их назначение, но так полагают, что, наверное, правильно, может там сигнал лучше бежит или еще что-то. На самом деле здесь все очень просто. Дело в том, что межблочный кабель – это достаточно сложное сооружение, и он сделан определенным образом. То есть вся фишка состоит в том, что заземление выполняется определенным образом, заземление кабеля. И, соответственно, распайка кабеля, она совершенно различная на выходе источника сигнала и на входе. Сейчас я покажу. Значит, могут быть стрелочки, но могут быть еще и надписи на кабеле. То есть всегда принято, что сигнал должен идти по надписи. На втором кабеле это японский самодельный кабель, очень хороший. Здесь стрелочек никаких нет. Но правило, соответственно, то же самое. Это начало сигнала, соответственно, с началом названия, вход сигнала и выход. Это, соответственно, где заканчивается надпись. Сейчас я покажу, чем отличается распайка на входе и на выходе. В принципе, это очень важно. Почему? Потому что неправильное подключение кабеля приведет к тому, что будет организовано неправильное заземление, соответственно, повышенный шум в системе. Худшее, соответственно, звучание. Поэтому это имеет значение. Сейчас я покажу, как все это выглядит.
Я сейчас хочу показать, как выглядит кабель, точнее распайка уже вблизи. Это коаксиальный кабель. Здесь можно увидеть внутри центральная жила соединена с центром, соответственно, разъема RCI. И есть, вот она, пайка, это экран, соединенный с внешним разъемом RCI. Если посмотреть на другой стороне коаксиалку, то же самое видим. Центральная часть соединена с сигнальным кабелем. И, соответственно, распайка идет экрана на внешнюю сторону. Ну, в любом случае, все равно, даже если коаксиалка, чтобы привыкнуть, что надо правильно все подключать, всегда подключайте от начала названия, сначала название с другой стороны, это входной сигнал, вход, источник, к выходу. Это очень важно, потому что неправильное подключение кабеля может привести к значительному увеличению шума. Если посмотреть вот на другие кабели, могут быть вот такие вот стрелочки. Но если даже стрелочек нет, можно еще продублировать по надписи. Вот видно, что с левой стороны надпись, она начинается, заканчивается справа. То есть, если стрелочек нет, надо всегда ориентироваться на надписи. То есть, привычка это даст, ну, как бы безошибочное подключение. Ну, вот как раз такой есть пример. Значит, вот второй, это японский кабель, очень качественный, очень хороший. Стрелочек, здесь распайка самостоятельная, да, можно, конечно, было разъемчики поставить тоже с направлением. Обычно стоят разъемчики, но надпись видно, это от источника сигнала к потребителю. Сейчас я открою разъемчик и посмотрим, как здесь все сделано. Вот. Что здесь видно? Видно, что сигнальный кабель подсоединяется к центру разъема RCI. К земле соединяется, соответственно, второй кабель, зеленый. И сюда же подсоединяется оплетка, экран. То есть две точки соединяются вместе. На выходе кабель распаян по-другому. Сейчас отсоединю и покажу. Можно теперь здесь, да, посмотреть, как все это сделано. Здесь все по-другому уже, есть отличия. Сигнальный кабель, соответственно, идет на центральный разъем RCI. А вот что касается внешнего разъема, подсоединяется только один зеленый кабель. Экран обрезается. И, естественно, я всегда смотрю, чтобы никакие волосочки экрана не попадали на заземление. Если будут попадать, соответственно, будут шорохи, шумы, и качество звучания ухудшится. Почему так сделано? Сделано это специально. Дело в том, что организация заземления в домашней технике выполнена вот таким способом. Если это автомобильная техника, мобильная, там все по-другому. Там идет заземление на потребителя. В чем же здесь тогда фишка-то? А фишка состоит в том, что чем входное сопротивление усилителя выше, тем, соответственно, больше требований к межблочному кабелю. То есть шумы он ловит значительно больше. Поэтому, если высокое входное сопротивление усилителя, всегда надо ориентироваться вот на кабель, как я показал. Вот такое вот правильное подключение. Коаксиалка очень хорошо работает в системах, где очень низкое выходное сопротивление. Есть устройства, у которых выходное сопротивление составляет 30-50 Ом всего, и входное сопротивление 10-20 кОм. Тогда результат можно получить с коаксиалки, ну, просто замечательный, потому что мало экранов, мало емкости, хорошо идет сигнал. Конечно, важно, какая там идет жила, важно, чтобы они были, не их много, а чтобы они были достаточно толстые, чтобы их было немного. Вот это вот очень важно. Сигнал на высоких частотах идет по поверхности проводника. Вот, собственно говоря, нюанс по подключению межблочного кабеля. А сейчас посмотрим, что находится под крышкой CD-проигрывателя. Справа расположен привод CD-проигрывателя, сзади установлена плата ЦАП и выхода цифрового сигнала. Плата непосредственно связана с выходными терминалами.
Слева расположен блок питания с раздельным питанием платы индикации и цифра аналогового преобразователя. Качество компонентов и монтажа усилителя MA1000 достойно уважения. Подход к разработке усилителя MA1000 аналогичен усилителю RV4. Подбор транзисторов, конденсаторов, источник питания соответствует технике уровня Hi-Fi. Половина внутреннего пространства отведена под источник питания. В источнике питания использован мощный тороидальный трансформатор. В каждом канале усилителя использованы по два конденсатора емкостью 10 тысяч микрофарад. Суммарно 20 тысяч микрофарад на один канал – это лучше, чем у RV4. Так что с динамикой нет проблем, что и подтвердило прослушивание. Регулятор громкости моторизованный, что позволяет регулировать громкость при помощи пульта дистанционного управления, что, впрочем, очень удобно. Регулятор громкости имеет аналогичный моторизованный привод, как и RV4. Внутри корпуса вакуумные лампы отделены от блока питания металлическим экраном. Это позволяет уменьшить влияние блока питания на работу ламп. В источнике питания установлен мощный тороидальный трансформатор, который позволяет усилителю на выходе выдать 115 Вт на канал. Правда, эта мощность уже на уровне клиппинга. Реальная мощность усилителя с ограничением THD менее 0,1% 100 Вт на канал, что, впрочем, более чем достаточно. Перед установкой в усилитель лампа предварительно прогрета в течение 60 часов и отобраны по своим характеристикам. Использование ламп во входном каскаде позволяет сигнал от источника сигнала сделать более мягким. Лампа – это лучший электронный фильтр. В отличие от транзистора, лампа не имеет нечетных гармоник. Радиатор небольшой, но этого вполне хватает для усилителя с суммарной мощностью 200 Вт. Основное внимание уделено подбору выходных транзисторов. Использованы дискретные комплектарные пары транзисторов японского производства Toshiba 2 SA1943 и 2 SC5220. Эти транзисторы специально разработаны для работы в усилителях аудиофильского класса. В блоке питания установлены качественные электролитические конденсаторы Rubicon. Соединение усилителя с терминалом только при помощи пайки. На этом видеообзор завершен. Я прощаюсь и до новых встреч.